В мире BTS, где никогда не бывает тихо, есть история, которая продолжает находить отклик глубже, чем просто музыка. История двух душ, идущих, казалось бы, разными путями, но всегда возвращающихся к одной и той же точке. И в их последней песне «Хулиган» многие чувствуют, что эта история снова звучит в более смелой, дикой и честной форме. «Хулиган» — это не просто песня. Это взрыв давно сдерживаемых эмоций. Грубый бит, дерзкие тексты и мрачные подтексты, пронизывающие каждый куплет – все это похоже на признание, которое больше не желает скрываться. И среди всего этого фанаты сразу почувствовали что-то знакомое – отчетливую динамику между Ким Тэхёном и Чон Чингуком. Отношения Тэкука в «Хулиган» кажутся двумя сторонами одной разбитой монеты. Тэхён поет глубоким, хриплым голосом, почти как шепот того, кто слишком долго что-то держал в себе. Тем временем Чингук вступает с более резким эмоциональным вокалом, словно наконец-то сумев сдержать внутреннее смятение. Эта разница не в расстоянии, это мост, который их соединяет. В одной части песни, когда голос Тэхёна взмывает вверх, произнося слова о «диком выживании», многие интерпретируют это как отражение той его стороны, которая всегда кажется спокойной снаружи, но бурная внутри. А когда Чингук отвечает высоким, почти кричащим тоном о том, что «тебе все равно на мир, пока ты здесь», кажется, будто между ними происходит невидимый разговор. Как будто «Хулиган» — это не о бунте против мира, а о двух людях, борющихся с миром вместе. В песне есть момент, короткая пауза, почти тишина, когда гармония их голосов встречается. Нет доминирования. Никто не выделяется. Просто два голоса дополняют друг друга, как кусочки пазла, наконец-то нашедшие свое место. И именно здесь многие чувствуют, это не совпадение. Это не просто вокальная техника. Это история. Отношения Тэкука в контексте песни «Хулиган» кажутся долгим путешествием, полным противоречий. Бывают моменты, когда они, кажется, отдаляются друг от друга, словно два хулигана, идущие разными путями, бросающие вызов миру каждый по-своему. Но всегда есть что-то, что снова сближает их. Что-то, что нельзя объяснить просто словом «дружба». В бридже песни, когда музыка замедляется до минимального инструментального сопровождения, голос Тэхёна звучит почти хрупко. Затем медленно вступает Чингук, не для того, чтобы перехватить инициативу, а чтобы поддержать. Именно здесь их отношения сводятся не к тому, кто сильнее, а к тому, чтобы быть друг для друга опорой. «Хулиган» также несет в себе мощный символизм о дикости, о несоблюдении правил, о создании собственного мира посреди хаоса. Если присмотреться внимательнее, это отражает то, как часто воспринимаются отношения Тэкука, не всегда легко понять, не всегда оправдывают ожидания, но всегда реальны для тех, кто готов присмотреться. Тэхён в своей загадочной манере, кажется, представляет сторону, которая предпочитает молчать, скрывать свои чувства и переживать. Чингук же, напротив, подобен огню, который невозможно скрыть, честный, сильный и полный мужества. «Хулиган» — эти две энергии не сталкиваются. Вместо этого они сливаются, создавая нечто большее, чем каждый из них по отдельности. И, возможно, именно в этом и заключается истинная красота. Потому что их отношения никогда не нуждались в четком определении. Их никогда не нужно было подтверждать или ограничивать ярлыками. Они жили во взгляде, в гармонии голосов, в паузах между строками. Они жили в таких песнях, как «Хулиган», где эмоции говорили громче слов. В конечном итоге, «Хулиган» ощущался как письмо, которое так и не было отправлено, и все же каким-то образом оно достигло адресата. Признание, никогда не произнесенное вслух, но прочувствованное сердцем каждого, кто его услышал. И среди всего шума мира, всех домыслов, всех теорий, отношения Тэкука оставались такими же, как сама песня, дикими, честными и неуправляемыми. Потому что иногда двум людям не нужно ничего говорить, достаточно просто подпевать, и мир поймет. Как будто после выхода «Хулиган» мир не просто услышал песню, он невольно попал в пространство, которое всегда принадлежало только Ким Тэхёну и Чон Чингуку. Пространство без названия, без определенного определения, но всегда ощущавшееся реальным.
За кулисами, вдали от камер и рева фанатов BTS, царила другая тишина. Не пустая тишина, а полная тишина, наполненная невысказанным. Тэхён сидел один в углу студии, приглушенный свет освещал его, казалось бы, безмятежное лицо, но в его глазах читалось что-то неописуемое. Он прокручивал в голове фрагмент песни, тот, где их голоса сливались, плавно перетекая друг в друга. Он не улыбался, но и не выглядел грустным. Словно человек, пытающийся понять собственные чувства. В другой части комнаты Чингук стоял у окна, глядя на город, который никогда не спит. Огни зданий были похожи на падающие на землю звезды, прекрасные, но далекие. Он глубоко вздохнул. «Хулиган», — тихо пробормотал он, словно проверяя, как это слово звучит на его языке. Для мира это было просто название песни. Для них это было как зеркало. Зеркало, которое показывало все, что они скрывали, даже от самих себя. Шаги Чингука наконец приблизили его к Тэхёну. Не было ни приветствия, ни светской беседы. Просто присутствие, слишком знакомое, чтобы его объяснить. «Ты слышишь это еще раз?» — тихо спросил Чингук. Тэхён не ответил сразу. Он лишь слегка кивнул, не отрывая взгляда от экрана. «Что-то изменилось», — наконец сказал он. Чингук слабо улыбнулся. «Изменилось или стало слишком честным?» Слова повисли в воздухе. И на мгновение никто не осмелился их расслышать. Тэхён выключил музыку. В комнате мгновенно воцарилась тишина. Но на этот раз тишина казалась тяжелее. «Как думаешь, люди поймут?» Внезапно спросил он. Чингук не ответил сразу. Он подошел немного ближе, достаточно близко, чтобы расстояние между ними перестало быть незначительным. «Они услышат», — тихо сказал он. «Поймут они или нет, это уже не то, что мы можем контролировать». Тэхён повернул голову, впервые с начала разговора посмотрев на Чингука. Их взгляды встретились, и тут заговорили все невысказанные слова. «Хулиганы», — повторил Тэхён, на этот раз более низким тоном. «Люди, которые не следуют правилам». Чингук кивнул. «Или люди, которые создают свои собственные правила». В их речи было что-то такое, словно они обсуждали не саму песню. Казалось, каждое предложение имело свой смысл, понятный только им двоим. Тогда Тэхён сделал паузу, тщательно подбирая слово. «Мы тоже такие». Чингук усмехнулся. Не потому, что это было смешно, а потому, что вопрос казался слишком близким к истине. «Мы», — повторил он. «У нас вообще никогда не было правил». И, возможно, в этом и была проблема. Или, может быть, именно это и поддерживало их разговор. Время шло, но ночь не хотела заканчиваться. Они говорили о песне, о процессе, о мелочах, которые не должны были ничего значить. Но посреди всего этого что-то продолжало пульсировать под поверхностью. Что-то, с чем они никогда по-настоящему не сталкивались. В какой-то момент Чингук рассеянно напевал припев. Его голос был мягким, почти шепотом. Тэхён услышал это и, не задумываясь, подпевал, подстраиваясь под ноты. Два голоса. Одна песня. И, возможно, впервые они начали понимать, что их связь нельзя скрыть в тексте или замаскировать гармонией. Потому что, как бы они ни старались ее скрыть, она всегда находила способ вырваться наружу. Как песня, которая никогда по-настоящему не заканчивается. Как хулиган, который не просто о бунты, а о двух сердцах, которые посреди хаоса все еще выбирают вернуться в одно и то же место. Друг к другу. И в ту ночь, без необходимости в громких словах, без драматических признаний, они просто стояли там, почти на расстоянии друг от друга. Зная, что бы ни случилось после этого, песня всегда будет свидетельствовать. Что за всеми этими огнями и звуками стояли два человека, которые выбрали быть дикими, чтобы остаться вместе.
told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.